Здравствуй, новый день. Или что там сейчас? Вечер. Твою мать, вечер! Откуда сегодня столько копов? Странно. Ты уже здесь? Я думал, что девушки всегда опаздывают на первое свидание, а вот и решил задержаться. 40 минут. Ой, да ладно, за это время даже одну серию «Престолов» не успеешь посмотреть. Вот я и не досмотрела. Да, все Старки умрут. Ты будешь что-нибудь заказывать? Вина, Бокал? бутылку и сладенького чего-нибудь. Тортик хочу. Торт, ложь. Что? Да ничего, вот просто устроился в игровое издательство. Ой, как это круто! Я тут играла в смешариков веселой тюряги, и там были такие потешные описания петухов. Это ты их пишешь, да? Нет. Давай начнем издалека. Ты ж вообще не играла ни во что. Ну, за дурочку ты меня не держи. Регулярно играю. В шахматы. Да, действительно, я тебя недооценил. Давай с другой стороны. Вот книжки ты читаешь, Конечно. и о чем в книжках рассказывают? О том, что если много думать о чем-то, то это обязательно сбудется. Серфинг в реальности называется. Короче, есть писательница Джейн Дженсон. И в какой-то момент она решила, что истории можно рассказывать не только на бумаге, но и через экраны мониторов. Конечно, можно. Я вот с планшета читаю, но можно и с монитора. Нафига я вообще это рассказываю? Так появился Гэбриэл Найт. А вместе с ним одна из самых серьезных и взрослых историй в видеоиграх. Главный герой – автор, который ищет вдохновение для своей следующей книги. В последнее время его мучают кошмары, он не высыпается и плохо себя чувствует. Тут как нельзя кстати по городу прокатывается волна ритуальных убийств, как-то связанных с магией Вуду. Гэбриэль решает, что это неплохая основа для романа и отправляется следить за ходом расследования. Когда мне хочется избавиться от кошмаров, я смотрю котиков в интернете, а не хожу по местам преступлений. То и не пускают туда. Пускают, если у тебя есть старый знакомый коп. И когда писатель начинает копаться в деле, выясняется, что он сам с ним каким-то образом связан. Фигурирует фамилия Найт, тут и там мелькают кусочки его родословной. К тому же, чем глубже он впутывается в расследование, тем в более темные загадочные места приходится отправляться, тем больше появляется в деле мистики и опасности, даже умереть можно ненароком. Как будто настоящий мистический детектив. Вот именно, и даже больше. Все игровые события максимально плотно интегрированы в реальный мир. Ой, да ладно, в ужастиках тоже сначала пишут «основано на реальных событиях», а потом у них порталы в ад открываются. Нет, рассказ о Габриэле выдуман. Но он разворачивается в совершенно реальных местах по всему миру. Основное действие происходит в Новом Орлеане, около настоящих его достопримечательностей. Из диалогов и описаний предметов можно узнать кучу всего о городе, его истории и фактах. Я, конечно, игр не делаю, но разве не лучше было бы в Париже? Нет, Орлеан выбран не случайно. Сюжет завязан на культе Вуду, а именно там он получил широкое распространение. Это одна из ключевых особенностей игры. Все ритуалы, национальные особенности, даже эти самые убийства, либо совсем как настоящие, либо очень похожи. Игру можно использовать как интерактивный учебник по культуре, настолько все серьезно. Хорошо, уговорил, я заинтригована. А как в это играть? Как в обычном квесте от Сиерры. Крест Апсеры? Это приключение. Стоит главный герой, ты выбираешь, что он должен сделать. Пройти, поднять, подтолкнуть, поговорить, смотреть. И указываешь, с чем это сделать. Фишка в том, что это можно провернуть с любым объектом вокруг. Поэтому особенно важно в игре то, что все загадки совершенно логичны. Нужно только конкретно понимать, что ты собираешься делать. Никаким перебором вариантов ответ не добьешься. У игры получается создавать очень крутое ощущение. Ты как настоящий детектив постоянно узнаешь новые детали событий, собираешь кусочки мозаики и дальше вперед, к концу дня. В конце дня у него пиво с друзьями. Почему именно к концу? Потому что действие четко делится на дни. Всего 10, и в каждом следующем тебе нужно провернуть определенную последовательность действий. И время не двигается, пока ты не угадываешь, что делать дальше? Да, но нет. Условности в играх есть всегда, но Гэбриэл Найт даже их сводит на нет вниманием к деталям. Например, когда ты долго болтаешь с человеком, а потом уходишь от него, то герой повернется и попрощается. Представляешь? Я всегда прощаюсь. Да нет, но это же игра. Ладно, другой пример. Вот во время разговора есть варианты реплик, да? И обычно, так везде, можно одну реплику тыкать много раз, и герои будут повторять один и тот же текст. Так вот здесь нет. Вместо этого тебе ответят, мол, я не идиот дважды говорить одно и то же.
Что, все надо записывать на бумажке? Нет, уже записано. Как у настоящего детектива, у писателя есть рекордер, который сохраняет все игровые диалоги. Так что нужно просто найти нужную кассету и воспроизвести. Один разговор может длиться 15 минут реального времени, а играть нужно часов 16, не меньше. Так что все не запишешь. Но вот во время решения головоломок вполне почему бы и нет. Итого, представляешь, шикарный, умный, интересный детектив, растянутый на 16 часов. Да ты еще и вовлекаешься в процесс. Вот это я имею в виду, когда говорю, что пишу для видеоигр. Ладно, убедил. Кстати, у нас будет ребенок. Что? Мы же только познакомились. Вчера. В интернете. Все бы проблемы решались так просто. Так, вот ты, случайный незнакомый мужик. Мы должны сейчас случайно познакомиться, узнать причину всего этого и стать героями, которые неожиданно спасут положение. И ты решил так, потому что... Так всегда бывает с главными героями. Я? Главный герой? Нет, я главный. Ну нахрен я сваливаю. О, машина. Открытая. Так, не паниковать. Свалить из города. Найти негра, который умрет первым. Придумать пафосных реплик на случай перестрелки. А, да, еще научиться стрелять из оружия. И еще лучше найти какое-нибудь оружие. На кладбище за сотку подкинешь? А дорогу покажешь? Будешь умничать, сам найдешь. Давай на обочину. Бывают два типа людей. У одних есть вопросы, другие сидят связанными на обочине. Это ты сейчас играешь хорошего или плохого копа? Может, сам догадаешься? Надеюсь, это был нехороший. Мне не очень нравятся диалоги, которые начинаются с того, что меня бьют по лицу. Могу и по другим местам прописать. Не-не-не, я имел в виду, может, сначала хотя бы познакомимся? Я вот тот чувак, который совершенно случайно, без злого умысла, угнал твою машину. Когда я засыпал на заднем сиденье, угонять машины было незаконно. По-моему, инопланетное вторжение меня хоть как-то оправдывает. И... Эй, не уходи от темы. Ты все еще не представился. Да ты что? Прости. Ты как-то неправильно проводишь допросы. Когда я допрашивал людей, то никого не бил. Допрашивал людей? Ну, не сам, конечно. В игре. Ну ничего себе! Это, наверное, очень поучительная история. Расскажи еще, мы ведь никуда не торопимся. Должен же хоть кто-то разрядить атмосферу. Игра CID Steppenwolf Case. Правда, издавали ее под именем Дело 13. Вероятно, потому что ни о каком сериале CID у нас никто не знал. Ну просто блокбастер игростроя. Полис Квеста рядом не стоял. Я слышу реплики знающего человека. Вот видишь, контакт налаживается. Вот как раз так делать нельзя. Первый мой день в качестве начальника полиции начался с допроса пострадавшей. И, блин, мне приходилось заботиться о ее душевном спокойствии. Слева шкала какая-то показывала, насколько женщина волновалась. И если задавать слишком подозрительный вопрос, то она может захотеть уйти. Или ты мог заковать ее в наручники и оставить в тюрьме как виновную, да? Теоретически. А если поймать ее с поличным, пока она угоняет твою тачку? Нет, поличного там не было. Эта женщина пришла потому, что ее вечером пытались ограбить. Но потом шум, паника, она упала на землю, а один из воров уже мертвый. И я, шериф, начинаю расследование со своей командой. Серьезно, ты все еще продолжаешь рассказывать? Разряжаю обстановку. Выглядела игра как изометрическая РПГ и делилась на дни. В начале дня нужно было прикинуть, сколько детективов тебе понадобится. Каких-то фишек у них нет, 3 одинаковых криминалиста и судмедэксперт. Но каждый из них требует зарплату, а за бюджетом участка тоже нужно следить. Набираешь людей, перемещаешься на карту города и рассылаешь их по заданиям. Первый день, конечно, я отправил офицера на место преступления и судмедэксперта исследовать улики. Видимо, чтобы ты угомонился, мне нужно изобразить дружелюбие. Да! И как же выглядело место преступления? Никак. Просто значок на карте. Все результаты своих действий детективы приносили в отчетах. И неужели это было интересно? А вот как ни странно,
Всю информацию приходилось хранить в голове, и по мере того, как опрашиваешь свидетелей, действительно начинаешь выстраивать какой-то рисунок происшествия. Главное, что интерфейс в игре муть жуткая. В середине расследования на карте города торчит с десяток маркеров и курсоров, о назначении которых можно узнать только когда кликнешь. Улики, люди, обыски, все хранится в одной куче документов, а имена еще и путаться начинают. Ой, не дай бог тебе чью-нибудь квартиру неправильную обыскать, сразу оштрафуют. Вот. Эта схема тебя ничему не научила? Научила тому, что во время прохождения приходится собственноручно на бумаге записывать, кто, где и зачем. Кажется, это должно пойти игре в минус, но почему-то работает на атмосферу. Действительно чувствуешь, как одна улика цепляется за другую, тем более, что сами дела сконструированы очень занятно. Ты обещал закончить, когда обстановка разрядится. Все уже, видишь, я спокоен. Ну не бросать же на полусловие. Расследование делится на 5 этапов. Все начинается с убийства в подворотне. Очень быстро находишь всех, кто там был, попутно раскрываешь ограбление и все кажется. Но я же говорю, тут отличный сценарий. В самом конце главы подозреваемый говорит, что слышал волчий вой. И он никак не мог об этом знать, если бы на самом деле был убийцей. И это не детективы в заставках рассуждают, это ты, игрок, понимаешь? Итак, я был очень внимательным слушателем и сейчас резюмирую, можно? Конечно же. Последние 4 минуты, пока в соседнем городе апокалипсис, ты мне втюхиваешь про игру по сериалу с плохой графикой и кривым интерфейсом, где весь геймплей состоит в том, чтобы щелкать по иконкам и разговаривать с людьми. Еще следить за бюджетом. Спасибо, это был очень конструктивный разговор. Всем военнослужащим срочно прибыть на базу! О, заодно и этого мародера расстреляют. Да ладно, солдат ребенка не обидит. Расскажи это моему дантисту. Так что давай, улитка, ползи в машину, сейчас поедем в расположение. Подожди, ты серьезно? Хаммер? Ага. Ну это же такой штамп. А, ну ты еще про размеры мои пошути сейчас. Оригинал. Военные, ты не мог героически спасти телочку посимпатичнее? Эта телочка сама ко мне в машину прыгнула. На хаммер симпатичнее не клюют. Что вообще происходит? Не могу знать. Ладно, пойду разведаю. Развяжи его пока, что ли. Ситуация под нашим полным контролем. Серьезно? Нет, мы понятия не имеем, что за дерьмо происходит. Но всем окружающим надо говорить именно так, чтобы не поднимать панику. Они высыпались по всему городу буквально за 1 секунду. Но у нас серьезное тактическое превосходство. Эти существа просто крушат все направо и налево без всякой логики и плана. Как только дело дойдет до боевых действий, мы сразу всех разгромим сложными маневрами. Ну так и чего мы ждем? Ничего, самолеты уже взлетели. Эй, у вас там самолеты взлетели на воздух. Что за фигня? Какого черта? Space Invaders! В машину, быстрее! Стреляй, я порулю! Да ты можешь стрелять хоть куда-нибудь, кроме как вверх? Чтоб тебя! А! Готово! Готово! Этих перебил. Дай сяду за руль. Мать твою, ты это видел вообще? Последний раз я в такой заднице был, когда на Рапторе за террористами гонялся. Ты типа летчик, что ли? Специалист. Широкого профиля. И как там оно в бою? Я и говорю, что жесть. Выдается пилоту экспериментальный боевой истребитель, по штуке нарыло, и на нем тебя отправляют в чертово пекло. Какие-то заводы, базы, кругом свистят пули, десятки видов противников. Противников? Ты про игру, что ли? А ты про настоящую войну думал? Я что, такой старый? На какой войне я мог быть? Все, осознал, только не бей больше. Что за игра? Раптор, Call of Shadows. И... Рассказывай дальше-то, мне интересно. Не собираюсь я трепаться просто так. Да ладно, у тебя ни GPS, ни радио, поболтаем. Ну, в общем, это стандартный пиксельный скроллер. Я о нем вспомнил, потому что это один из лучших представителей эпохи, которую Space Invaders открыли. Понял. На первый взгляд кажется, что летишь себе на самолетике и стреляешь. Даже бабушкам объяснять не надо, как в это играть. Но на самом деле все сложнее.
Во-первых, тут были не слабые такие ролевые элементы. В магазине можно было торговать на деньги, заработанные с миссий, продавать найденное оружие, например, и покупать новые обвесы на корабль. Но это обычное дело. Фига себе обычное, год-то какой. Это сейчас додумались, что прокачка это хорошо. А тогда магазин с улучшениями в рамках целой кампании был весьма-весьма незаезженной идеей. К тому же была еще вот какая фича. Уровень брони, который был на корабле, между уровнями сохранялся. И докупать жизни нужно было на кровно заработанные. Это так обидно вообще. Поэтому летать всегда стараешься как пушинка, чтобы ничего в тебя не попало. Стоп, а если разбиться? Все, карачун тебе, Мэверик. Нужно вовремя сваливать задания в главное меню, если жизни мало. Ни цента за это не получишь, но зато жив останешься. Продашь пушку, купишь дешевую, а на сдачу обновишь запас брони. Не бесконечно, конечно, но раньше игры и не делались для криворуких дебилов. Как сейчас. Вот именно, шаришь. Левел-дизайн тогда был совершенно другой. Я ведь сказал, игра только выглядела простецкой. На самом деле, внутри очень точно была рассчитана скорость пуль и размеры экрана. Встречные корабли всегда стреляли, и нужно было реагировать не просто на них, а на появление их теней. Всякие автоматические турели постоянно вырисовывали из снарядов целые рисунки, от которых надо было уворачиваться. И иногда там целые лабиринты выстраивались. Чем дальше, тем хуже. А что самое хитрое, никакие обвесы и суперубивалки тебе не помогут. Количество жизней ты себе не прокачаешь. Только скилл, только навыки тащат. А, слушай, я как будто вспоминаю и играл. Только открыт был первый эпизод. Да ты еще и сраный пират! Ты пока мою тачку вскрывал, не орал на абордаж! Почему? Это ворованная версия. В нормальной 3 эпизода, и можно независимо проходить каждый. Правда, у них возрастающая сложность, и надо сначала проходить весь первый, весь второй, а потом весь третий. Но это демократичная игра, и ты сам волен выбирать, где тебя угробят эти чертовы летающие светящиеся шарики. Нам нужен бензин. Что, уже кончился? Ну блин, это Хаммер. Да и вообще нам нужны припасы. Еда, оружие и все такое. А, ну, если так, то конечно. Мародерствовать нужно начинать первыми, пока все не растащили. Не мародерствовать, а реквестировать для нужд армии. Как говорят мои издатели, ну давай, рассказывай. Какие еще издатели? Ты писака, что ли? Так ты меня не узнал? Ну, вообще-то пару часов назад я тебя пытал и бил. Я просто подумал, что тебе мои 50 оттенков пикселя понравились. Я вот что думаю. Никто не пытался хоть как-то классифицировать нападающих. То, что я видел, это каша какая-то. Уже вижу завтрашние блоги о свежих теориях заговора. Динозавры, кролики и пиксельные пришельцы. Вот, в этом должна быть хоть какая-то логика, а ее нет. Если бы выяснить, откуда это все берется, может, мы бы и нашли способ с этим бороться. Слушай, я вспомнил, где видел динозавров в последний раз. Я перепроходил турок. И кролики нападали на Землю, кажется, в Raving Rabbids. Видеоигры! Гони! Я знаю, куда нам ехать! Здесь недалеко, можно дойти пешком. Что-то мне подсказывает, что ты у этого доктора не аспирин покупаешь. Я же говорил, не доктор, а док. Я иногда хожу к нему за... вдохновением. Но я и говорю, что не за аспирином. Но он просто постоянно нес какую-то забавную чушь. Мне, как писателю, было интересно. И я как раз собирался сказать, не наступай сюда. Ну все, нас теперь сожрут каннибалы. Или еще чего хуже, мы попадем в плен к амазонкам. А может, это ловушка твоего дока? Да, это моих рук дело, да. Это не то чтобы ловушка, но я теперь примерно представляю уровень вашего IQ. И у меня даже золотая рыбка сюда не попадает. Вы чего? А я же собирался сказать, не наступай. Значит, твой IQ может быть даже не двузначным. Какой интересный экземпляр. Слушай, а чему мы вообще сюда приехали? И поподробнее, я, кстати, тоже не знаю. Док, помнишь, ты мне рассказывал что-то про скорый конец света? Так, вставайте, отряхивайтесь и шуруйте в хижину. Лемминги вы мои неразумные. Это которые из видеоигры? Ну, маленькие гривастые идиоты, которые постоянно прутся туда, куда я их не посылал, попадают в ловушки и умирают. Да вы что, издеваетесь? Хоть кто-нибудь здесь не играет в видеоигры? Золотая рыбка моя не играет, они ей слишком легкими кажутся. Да лемминги и так несложные.
Несложные! С ума посходили! Там 100 маленьких сволочей носятся по экрану и разбегаются в разные стороны. Я не могу за ними следить. Ну, то есть, нет, могу. Первые 30 секунд все выходят из одной двери. Но потом-то они разбегаются и подыхают в разных краях локации. Обычные технологии борьбы с беспорядками. У тебя же все средства. Я знаю. Внизу панелька со всякими прибамбасами. Можно заставить лемминга копать, можно, чтобы он встал, разведя руки и перекрыв дорогу. А иногда эффективно заставить их строить себе лестницы или вообще взорваться нафиг. Но они слишком суетливы, у меня в глазах двоится, и я не могу играть. Не от суеты у тебя дворится. Я бы попросил! Это звери меня довели! Все понятно. Сложность идет по нарастающей, и каждый следующий уровень заставляет учиться чему-то новому. Дает, например, только 2 камикадзе и предлагает пройти 2 стенки до выхода. Все хорошо, понятно. Но камикадзе взрывается через 5 секунд, а эти говнюки никогда не останавливаются. И он идет до стенки, разворачивается, уходит, взрывает дырку в полу, и все валятся в ад! Он всегда такой нервный. Через раз. Вот я и говорю, вы как лемминги претесь и никуда не смотрите. Ну неужели вот этому вот сейчас непонятно, что там яма? Нет, надо грохнуться вниз, чтобы потом приходил док и заставлял его строить лестнички. Больше всего мне понравились спокойные и легкие уровни, где нужно было всего парочку гадов до конца довести. Отставить панику, чё за глупости? Игра легкая и спокойная. Ну да, можно первый раз запаниковать. Но в целом все задачи решаются достаточно очевидно. Если есть высота, значит нужно каждому дать по зонтику. Есть пропасть, нужно, чтобы кто-то строил лестницу. Стены дырявить, ямы рыть. Прорывается и ломается любая поверхность, поэтому нужно только определить вектор к двери. Это совершенно не хардкорная игра. 8 вариантов действий и единственный маршрут на каждом уровне. Со второго раза все проходится раз плюнуть. А вот этот момент ты бы вот так решил? Да ладно. Ладно, 2 варианта прохождения. Сумасшедшая и безумная игра. Просто спрошу, окей? Кого-нибудь из вас двоих вообще волнует, что это одна из самых красивых игр того времени? Вы же не заметили, что у человечка из 8 пикселей волосы на голове при ходьбе трясутся? И что каждый уровень вручную отрисован, там придуманы уникальные текстурки. Да вообще, вы заметили, насколько осколков разлетаются взрывающиеся лемминги? А вода, которая чуть ли не физически корректная. Да тут пиксельные анимации как будто по 30 кадров в секунду. Вообще плевать. Меня куда больше волновало, что когда нужно было кем-нибудь одним копать 1000 метров, то приходилось целую вечность ждать, пока он это сделает. На этот случай там была кнопка регулирования скорости. Твою мать. Вы вообще какие-то халатные. Сказали про приемы и спорите про вариативность. Хотя почти на каждом уровне все 8 предметов давались по 20 штук. Так что не догадаешься, чего именно хотели разработчики. И вариантов везде бесконечно много. Он зануда. Ну, объективный, блин. Выпить хочешь? Не пью. Стоп. Вы пришли к сумасшедшему ученому-отшельнику и пытаетесь доказать ему, что пока он тут просиживает задницу в мире по неизвестной причине начался видеоигровой апокалипсис? Если честно, то да. Прекрасно! Я бы сказал, я же говорил, но вы все равно не знаете, что я говорил, поэтому говорить, что я что-то говорил, это не имеет никакого смысла. Что он сказал? О, вам все-таки интересно, что я им всем тогда сказал? Ладно, я охотно распишу подробнее. Учитывая то, чем они там занимались, я сразу сказал, это кончится как минимум апокалипсисом, и ушел жить в лес. Очевидно, поближе к грибам. Джентльмены, я могу предложить вам 2 плана. Первый, как спасти человечество, второй, как свалить отсюда максимально быстро и далеко. Второй. Отлично, я знал, что вы сделаете правильный выбор. Итак, нам всего лишь нужно вырыть сеть подземных тоннелей, собрать армию выживших, организовать патрули. Моих знаний хватит на то, чтобы выдать каждому смертоносное оружие и разработать электрическое ограждение, а потом у меня в подвале геликоптер, надо его завести, вывести и улететь. Где один Гумба, там и...